Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Ребята, сегодня к нам на занятия пришли гости. Давайте, как гостеприимные хозяева, повернемся к ним и поздороваемся. Здравствуйте! Повернулись обратно. Посмотрели друг на друга, улыбнулись. Давайте подарим друг другу улыбку, ведь она улучшает настроение. А с хорошим настроением любая работа спорится. Садитесь, ребята. Ребята, на прошлых занятиях мы с вами путешествовали в космосе. Давайте вспомним, что же мы уже знаем. Хорошо? Ребята, перед вами лежат карточки самооценки и заданиями. Возьмите их, пожалуйста. Вот такие карточки. У всех на столах лежат? Да. Так, сейчас мы с вами выполним первое задание под номером 1 здесь. Все видите? Да. Хорошо. Как мы с вами выполним это задание? Я сейчас буду зачитывать вам утверждения. Если вы считаете, что эти утверждения верны, вы ставите рядом с единичкой плюс. А если вы считаете, что утверждения неверные, ставите минус. Понятно вам? Первое утверждение. Солнце – это ближайшая к Земле звезда. Да. Если вы с этим согласны, ставите плюс. Это правильно. Где стоит у вас единичка, вот, рядом ставишь плюс, если ты считаешь, что утверждение верное. Если ты считаешь, что утверждение неверное, ставишь минус. Второе утверждение. Солнце – это самая большая звезда. Так ли это? Нет. Так. Следующее утверждение. Луна больше Земли. Земля больше. Так. Земля больше. Значит, ставим плюс или минус. Только ты. Поставили? Да. Хорошо. Следующее. Луна – это естественный спутник Земли. Правильно. Продолжаем здесь же. Следующее утверждение. На Луне есть воздух и вода. Нет. Дальше. Луна не испускает свет, а отражает свет Солнца. И последнее утверждение. С Земли люди всегда видят круглую форму Земли. Да. Да. Так, а теперь давайте с вами проверим работу. Так, вот ваше задание первое. Проверяем, у всех ли так. Первое плюс, дальше минус, минус, плюс, минус, плюс и минус. Проверяем. Не у всех правильно? У кого неправильно, исправляем. Как вы исправляете? Значит, зачеркиваете, у кого неправильно, и сверху вписываете. Да. Хорошо, а теперь давайте оценим с вами вашу работу. У вас лежат на партах конверты. Возьмите свои конверты. Вот они, конвертики. И в этих конвертиках лежат у вас кружочки разных цветов. Зеленого, красного и желтого. Да, достаем. Все достаем. Так, как же мы оцениваем свою работу? Смотрите. Если у вас без ошибок выполнено задание в пустой клетке, вы приклеиваете зеленый кружочек. У кого одна или две ошибки, желтого цвета. У кого больше, красного цвета. Клей, вот у вас клей лежит на столе. С помощью этого клея. Лати вогди ажал. Ошибка стояха зеленый лати ба. Ошибка шаха. Хорошо, молодец. Вот ему три кружочка. Подожди. Так, отсюда берешь кружочки. Зеленый. Все справились с заданием? Да.
Ребята, на нашей удивительной планете Земля происходят самые разнообразные явления. Давайте закроем с вами глаза, расслабимся и послушаем. Закрываем все глаза. Закрываем все глаза. И давайте послушаем. Открыли глаза. Он пришел, наполнил катки, поливал усердно грядки, шумом окна промывал, побродил по крыше волю и ушел по лужам в поле. Ребята, как вы думаете, что же это такое? Это дождь. Правильно, молодец, садись. Носится, свищет, мечется, рыщет. Где пробежит, листик дрожит. Где пронесется, дерево гнется. Как вы думаете, что это такое? Пожалуйста. Это ветер. Молодец, садись. Как вы думаете, ребята, о чем мы сегодня будем с вами говорить на уроке? О дождях и ветре. Правильно. Так, и тема нашего сегодняшнего урока – почему идет дождь и дует ветер. Что же мы сегодня с вами узнаем? Какие задачи перед нами стоят? Мы с вами научимся объяснять причины возникновения дождя и ветра, научимся различать виды дождя и ветра. Значит, будем отвечать на вопросы, какой бывает дождь и какой бывает ветер. Хорошо, ребята? Мокнет дождик, мокнет птичка, мокнет в поле электричка, мокнут ветки и соседки, не успели до беседки, мокнут зонтики и шляпы, мокнут чьи-то мамы, папы, мокнут лавочки, ограды, лишь лягушки очень рады, скачут, в лужах пляшут и зеленым флагом машут. Скажите, ребята, какое у вас возникло настроение при чтении этого стихотворения? Хорошее. Почему? Потому что это милая история. Так, хорошо. А какое у вас бывает настроение во время летнего дождя? Вам нравится дождик? Да. Нравится. Хорошо. А какую пользу он приносит нам? Дождик поливает цветы и деревья, помогая им расти. Молодец, правильно. А еще? Пожалуйста. Дождик необходим всему живому. Молодец. Ребята, а вы знаете, откуда берется дождь? Нет, не знаете. Хотите узнать? Да. Хорошо, давайте с вами посмотрим. На Земле очень много водоемов. Ручейки, реки, пруды, озера, моря и океаны. Так, дальше. Солнце нагревает поверхность этих водоемов, и вода испаряется. Она превращается в прозрачный пар и поднимается кверху. Туда, куда увлекает за собой теплые потоки воздуха. Потому что теплый воздух легче холодного, он всегда стремится умчаться вверх. Пар теплый, а когда он прикасается к холодному воздуху, то превращается в маленькие капельки воды. Их очень много, и они легкие. Там же они образуют облако. Постепенно капелек становится все больше, и в верхней части этого облака они образуют маленькие льдинки. Они растут, тяжелеют, и облако превращается в тучу. Вот она у нас, большая туча. Так, дальше. Ребята, хотите провести опыт? Да. Давайте посмотрим с вами, как же у нас образуется туча. Ребята, перед вами лежат стаканчики с водой. Да. Видите? Да. Так, возьмите, перед собой положите все.
Аккуратнее, аккуратнее, потому что у нас в этих стаканчиках вода. И лежат у вас ватные диски. Это наши облака с вами. Вот они. У всех лопаток лежат? Да. Возьмите свои облака в руки, сожмите их крепко-крепко. Что с ними происходит, ребята? Что вы наблюдаете? Так, превращайте в другую форму. Еще. Еще тяжелее. Они тяжелеют, правильно. Они тяжелеют, впитывают в себя всю воду, правильно? А теперь возьмите их над этими стаканчиками. Взяли. Аккуратнее. Взяли перед ними. Что с ними происходит теперь? Капает. Что капает? Капельки капают, да? Маленькие. Точно так же происходит с тучей. Она набирает в себя все эти капельки воды, а потом появляется что? Дождик. Все, молодцы, ребята. Кладем наши облака обратно в эти стаканчики. Ребят, а вы устали? Да. Хотите отдохнуть? Хотите отдохнуть? Хорошо, тогда встаем. Давайте проведем с вами движение. Так, повторяем все за мной. Капля раз, капля два. Очень медленно сперва, а потом бегом стали капли поспевать, капля каплю догонять. Кап, 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 кап. Зонтики скорее раскроем, от дождя себя укроем. Молодцы, садитесь. Ребята, вы знаете, какие бывают дожди? Да. Вы видели когда-нибудь мелкий дождь? Когда капали мелко-мелко, как пыль. Видели? Да. Хорошо. Вот он, смотрите. Это очень сильный дождь. Он называется ливень. Это мелкий дождь. Видите, льет как будто через сито, да, попускает этот дождь. И называется этот дождь ситничек. Есть еще такого вида дождь. Он называется косохлёст. Почему он так называется? Потому что хлещет косо. Понятно вам? Ребята, вам понятно? Да. Хорошо. Итак, вода, испаряясь из водоемов, вы сказали, что образует тучи, да? Да. Но тогда дожди должны же лить только над водоемами. А как происходит так, что дождь льет и на суше? Что им помогает? Как вы думаете? Им помогает ветер. То есть ветер гонит этих туч, и они могут появляться в любых участках суши. Правильно? Да. Хорошо. Ребята, а можете ли вы сделать ветер? Нет? Мы можем наблюдать ветер? Да. Как? Давайте с вами попробуем сделать ветер. У вас на партах лежат вот такие листочки. Возьмите эти листочки. Давайте согнем, чтобы нам было легче пополам. Взяли все? Да. Давайте помашем этими листочками. Вы чувствуете что-нибудь? Ветер. Это ветерок, правильно. Мы можем увидеть ветер? Нет, но мы можем почувствовать его, правильно, молодец. Ребята, скажите, а что такое ветер? Что это такое? Это воздух, да? Хорошо, который движется. Давайте с вами посмотрим небольшой видеоролик и ответим с вами на этот вопрос. Хорошо? А вот что такое ветер и почему он дует? Это очень интересно. Непременно надо получить информацию. Как-то раз мои знакомые девочки и мальчики пригласили меня посмотреть несколько опытов. Сначала они взяли тонкую полупрозрачную бумагу и вырезали из нее небольшой квадрат.
Аккуратно перегнув его по диагоналям, надели на острие иголки, которую заранее воткнули в ластик. Получился квадратный зонтик. Затем ребята поднесли к нему полусогнутые ладони. От тепла их рук зонтик начал медленно вращаться. Почему, спросите вы? В этом нет никакого волшебства. Руки у ребят были теплыми. Они согревали окружающий воздух. А теплый воздух, как и молекулы водяного пара, обычно поднимается вверх. Восходящие потоки воздуха заставили зонтик двигаться. А потом из плотной бумаги вырезали змейку, в кончике хвоста выдавили маленькое углубление и надели на стержень шариковые ручки. Теплый воздух, поднимающийся от батареи, заставил змейку крутиться. Горячий воздух всегда движется вверх. Это можно заметить, если зайти в кухню, когда мама готовит, и у нее включены сразу все конфорки. Если вы в это время встанете на табуретку, то сразу почувствуете, насколько горячее воздух наверху, чем внизу. То же самое происходит и в природе, только источником тепла там служит солнце, которое шлет на землю свои горячие лучи. Тепло от солнца передается земле, а от нее воздуху. Как я уже сказал, нагретый воздух, как и водяной пар, всегда стремится вверх. Но разве возможно, чтобы люди на Земле остались совсем без воздуха? Это было бы ужасно. Однако, как говорится, свято место пусто не бывает. Дело в том, что место горячего воздуха тут же занимает более прохладный. Вот, например, в африканской пустыне воздух сильно нагрелся, а в Арктике воздух холодный. Горячий воздух Африки поднимается, а на его место поступает холодный воздух из Арктики. А что же горячий воздух? Он наверху остывает и движется вниз. Но ведь его место уже занято. Тогда остывающий воздух устремляется туда, откуда прибыл холодный, ведь там освободилось место. Вот такой круговорот воздуха в природе. Воздух движется, а мы чувствуем ветер. Ведь ветер – это движение воздуха. Ветры бывают разными. Легкий ветерок, от которого едва колышутся листья на деревьях. Ветер посильнее раскачивает ветви деревьев. Но бывают ветры очень сильные. Ураганы, тайфуны, смерчи, торнадо. Ребята, как вы думаете, ветер приносит пользу или вред? Здесь надо серьезно подумать. Ребята, а как вы думаете, ветер приносит пользу или же вред? Пользу. Пользу. Только пользу, да? Может ветер нанести вред? Да. Каким образом? Торнадо. Так, очень, если будет очень сильный ветер, может Даже дом. унести и дом. Давайте с вами дальше посмотрим. Ветер может пригнать дождевые тучи туда, где растения начинают сохнуть от недостатка воды. А может, наоборот, прогнать тучи оттуда, где несколько дней идет дождь. Ветер может отогнать дым и копоть от городов, в которых заводские трубы и выхлопные трубы автомобилей непрерывно загрязняют воздух. Если бы не ветер, в дымных городах жители задохнулись бы. Ветер может крутить крылья мельницы или электрогенератора. Ветер подгоняет парусники на реке или в море. Много пользы приносит ветер на земле. Но вот ураганы, тайфуны, смерчи ломают высокие деревья, сбрасывают крыши с домов. В море поднимают огромные волны, способные потопить даже очень большие корабли. Представляете, ребята, а ведь я тоже умею делать ветер. Вот сейчас как подую. Или возьму журнал и помашу им. А еще люди делают ветер с помощью вентиляторов. Или могут устроить сквозняк, открыв окна и двери одновременно. Правда, при таком сквозняке можно серьезно заболеть, так что не стоит этого делать.
Ну что же, теперь я знаю, что дождь образуется тогда, когда мельчайшие частицы воды в виде пара поднимаются в небо. Там они остывают, собираются вместе в виде капелек воды и падают вниз. А ветер образуется от того, что солнце не везде одинаково прогревает землю. Земля отдает свое тепло воздуху, и он поднимается вверх, а его место занимает воздух из более прохладных мест. Воздух движется, образуя ветер. Ну а нам с вами пришло время прощаться. До свидания, ребята! Так, ребята, понятно вам, как образуется ветер? Да. И какие бывают ветры, вам понятно? Да. Какие же бывают ветры? Смерть. Такие как, давай говори, Торнадо. торнадо, Смерть. очень сильный ветер, еще с помощью вентилятора мы можем сделать ветер, еще тайфун, да, смерч, ураган, это очень сильные ветра. Хорошо. Ребята, а теперь перед вами на этих листочках есть еще задание, второе, где написано номер 2. Видите? Да. И в этом задании вам даны слова. Вам нужно подчеркнуть только те слова, которые характеризуют ветер. Вот, например, какой бывает ветер? Так, подчеркиваем те слова. Так, и подчеркиваем слова. Так, давай посмотрим. Какой бывает ветер? Так, подчеркивай тогда. Так. То же самое подчеркиваешь. Прочти, бывает ветер зеленый? Сырой. Девочки, вы уже закончили? Если нет, то оставляешь как есть. Сильный. Дальше. Зеленый бывает ветер? Холодный бывает ветер? Так, да, подчеркивайте только те слова. Все, закончила? Так, подчеркну, да, но ничего. Давай я подчеркну. Чтобы точно. Дальше продолжай. Закончила уже? Хорошо. Девочки, закончили? Да. Молодцы. Все закончили. Положили тогда ручки и проверяем свои работы. Какой же бывает ветер? Ветер бывает сильный? Да. Дальше. Ветер бывает зеленый? Нет. Правильно. Следующее. Холодный? Да. Свежий? Да. Сырой? Нет. Ветер бывает сырым. Сладкий? Нет. Нет. Теплый? Нет. Ветер не может быть теплым? Да. Так, дальше. Пестрый? Да. Нет. Порывистый? Бывает. Слабый? Да. Да. И широкий? Ну, ветер не может быть широкий, да? Ветер дует везде, всегда. Теперь давайте с вами проверим работу. Есть у кого-нибудь ошибки? Есть? У кого одна или две ошибки? Ну, то же самое, как и здесь. У кого вообще нету ошибок, у кого все правильно, приклеивайте зеленый кружочек рядом. У кого одна или две ошибки, желтый цвет. Вот здесь. Да, правильно. Ой. А теперь все лишнее убираем в сторонку. Так, ребята, и давайте с вами подведем итоги нашего урока. Какие мы ставили цели перед собой? Кто помнит? Что мы должны были узнать сегодня на уроке? Про ветра, про облако, про
дождь. Хорошо. Садись. Значит, мы сегодня должны были ответить на вопросы, какой бывает дождь и какие бывают ветра. Хорошо. Ответили мы с вами на эти вопросы? Как вы думаете? Хорошо. Давайте тогда с вами узнаем, ответив на некоторые вопросы. Почему идет дождь? Вода. Что происходит с этой водой? Солнце что делает? Шувай. Нагревает эту воду, да? Что с ней происходит? Она испаряется, да? И поднимается вверх. Так, ребята, скажите, а какие бывают дожди? Ливень. Это что за дождь? Очень сильный дождь. Молодец, садись. Еще какой бывает дождь? Ситничек называется, да? А как он льет? Это мелкий дождик, правильно? Льет как будто через сито. Хорошо, садись. Еще. Еще бывает дождь косоглаз. Это дождь, который плещет Косо. Хорошо, молодец, садись. Так, ребята, скажите, что такое дождь? Как он образуется, вернее? Солнце нагревает Водоемы. водоема. Что происходит с этой водой? Вода испаряется. Мгм. Потом этот Потом пар этот пар поднимается. поднимается вверх. Мгм. Хорошо, молодец. Так, дальше. Что происходит с этим паром? Пожалуйста. А потом бывает большая туча. Она не втягивает в себя эти большие воды, а потом Капли делает воды, дождь. да. Хорошо, и появляется Дождь. дождь. Молодец, садись. А что вообще такое ветер? Пожалуйста. Это движение воздуха. Правильно, молодец, садись. Это движение Так, а какие бывают ветра? разные. Разные. Как называется очень сильный ветер? Смерч. Еще какие бывают? Ураган, тайфун. Да, правильно ты говоришь? Молодцы. Это очень сильные ветра. Они могут нанести вред человеку? Да, конечно. Как? Что происходит? Например, если будет ураган. Что может произойти? Ураган может снести Крыши домов. Правильно? Да. Может, правильно. Ребята, а что такое туча? Пожалуйста. Это темное густое облако. Хорошо, молодец, садись. А из чего состоит туча? Туча состоит из воды, Из капелек. капелек воды. Правильно, молодец, садись. Ребята, а почему капли падают на землю и получается дождь? По капельке тяжелые, облако не может их держать только туча. А теперь давайте с вами оценим всю работу, которую мы с вами сегодня выполнили, на оценочных карточках. Возьмите свои карточки снова. Так, и вот оценка за занятие сегодняшнее. Здесь вы приклеиваете кружочек. Так, ребята, если вам понравилось наше сегодняшнее занятие, то приклеивайте кружочек зеленого цвета. Если вам что-то было непонятно из сегодняшнего занятия, то приклеивайте кружочек желтого цвета. Вот здесь Да. И если вам ничего не было понятно из сегодняшнего занятия, то приклеивайте кружочек красного цвета. Что? Молодцы. Вижу, что всем все понятно, да? Хорошо. А теперь поднимите свои карточки с оценочкой.
И наше сегодняшнее занятие окончено. Спасибо всем за работу.